меня зовут Женя, и вы на канале о вязании Yo Happy Toys. Всем привет-привет! Приглашаю вас к просмотру нового видео, нового вязального влога. Это недельный влог, в котором я вам покажу, какой у меня большой заказ сейчас назрел, и над которым я работаю и день, и ночь. Девчонки, у меня тут неожиданный процесс. Смотрите, кто у меня здесь. У меня здесь 5 голов единорожек моих маленьких, 5 туловищ, 3 пары ушек. Сегодня понедельник, мне сейчас за понедельник нужно связать еще, довязать все ушки, всем навязать конечности. И у меня осталось вот чуть больше мотка молочного цвета 0,3. Не знаю, я надеюсь, что мне хватит. Но, в принципе, я уже заказала на Валберес упаковку 0,3 оттенка, 10 мотков заказала, потому что он всегда пригодится и на единорожек, и на зайчиков, и на кошечек. В общем, 0,3 один из популярных цветов у меня. В общем, рассказываю, поступил мне огромный заказ на моих малышей, зверят, если вы помните, если вы смотрели раньше мои видео. И я этому очень рада, я по ним очень соскучилась, но у меня почему-то не было на них заказов долго. И просто так я их вязать, не хотела в стол. А тут поступил заказ, и вот я начала вязать. Как я буду это все совмещать с марафоном кукольных дел мастер, я пока еще не придумала. Вот у меня на понедельник почти довязано Wednesday, осталось там еще совсем чуть-чуть. Про нее я вам буду показывать в отдельном видео к марафону. Выпущу на канал, вы все увидите. И на этой неделе я свободна, потому что одна куколка у меня будет точно готова, и в принципе я еще не вылетаю из марафона, но заказ для меня, конечно же, важнее, и поэтому за эту неделю мне надо по максимуму просто навязать, но это не все, это только начало, это малая доля вот этих вот зверят, малышей, там еще и бэби-боксы, буду вам все показывать и надеюсь, что буду успевать все. Я очень на это надеюсь. Показываю процесс по своему большому заказу по вязанию единорожек. Пока что я вяжу их. И вот давайте разберем эту корзинку. Я расскажу вам про свою неудачу. И, может быть, про удачу, я не знаю. Ну, в общем, здесь у меня все, что нужно для единорожки. Но здесь у меня обезьяний труд. Во-первых, давайте я уберу вот эти вот... кудряшки, которые я уже связала для одной из единорожек. Тут и на хвост, и на гриву. Это цвет Yarnard Jeans Crazy. Цвет номер 7205. Но это старая партия, и поэтому он такой нежный, нежный цвет. Сейчас в новых партиях такого оттенка вы не найдете. Он сейчас более такой яркий. И так, вот еще. И что у меня здесь? Вы видите кучу лапок, ножек, но, к сожалению, они не подходят к этому заказу. Я их вязала вчера целый день. Вы представляете, сколько здесь? Здесь, вот сейчас сюда буду выкладывать, здесь нижние ножки, верхние ножки, рожки, все связаны вот в таком 35-м оттенке, 35-м и молочном. Вот, посмотрите, сколько этого много. Но такие цвета не подходят заказчику. Мы с ней созвонились, я ей написала по поводу гривы. У меня почему-то не возникло, когда мы оформляли заказ, у меня не возникло вопроса о том, что нужно какие-то другие ножки, потому что фотографию-то я пересылала, и она мне ничего не писала. И у меня единственный возник вопрос, в каких цветах вязать гриву, потому что очень часто просят вязать гриву разными цветами, чтобы все прядки были разноцветными. И вот я тоже написала ей и спросила, как лучше, вот в таких цветах или в разноцветных. И тут оказывается, что нужно, чтобы ножки были и ручки там голубенькие, розовенькие. А я уже все навязала желтые, и рога-то должны быть в цвет копыц. И, в общем, я, конечно, так припухла. Но что делать? Я сама в этом виновата. Заказчика я ни в коем случае не виню, абсолютно нет. Это моя ошибка, моя вина. И это еще раз доказывает, что, Женя, лучше обсуждай заказ, лучше, четче проговаривай все детали. И вот на одну единорожку я уже перевязала
ножки в бледно-желтом цвете, как попросила заказчица. И вот она будет вот сюда с этими крейзи косичками идти, кудряшками. У меня, конечно же, готовы все мордочки, все тела, слава богу. Я вчера их уже оформила, они у меня все уже красивые, накрашенные, приобрели вид, девчачий вид. Все у меня тут есть, все 5 штук, уже доставать тут не буду, вы видите сами. Но проблема в том, что у меня закончился вот этот вот молочный оттенок 0,3. Я так рада была, что я все, ну, как бы, что у меня все ушло, всего хватило. Я так рада была, что у меня хватило пряжи на все эти копытца. И оказалось, что тю-тю, у меня от мотка остался вот такой вот маленький кусочек. И что делать? Я, слава богу, уже до этого заказала 0,5 Ярнар джинс. Он у меня придет, скорее всего, или сегодня, или завтра на Валберес. А пока сегодня я вот займусь тем, что буду собирать вот эту единорожку. Я ее полностью соберу, она у меня будет вот в таких цветах. Еще 2 единорожки у меня будет с голубыми копытцами и голубой пряжей, как раз и голубыми волосами. Вот как раз голубую гриву навяжу. И вторая единорожка, она будет в бледно-розовых оттенках, то есть розовые копытца, розовый рог, и в розовых оттенках будет грива. И вот сегодня, если я не успею, ну, не получу эту пряжу, если она сегодня не придет, то я пока буду вязать гривы вот единорожком и соединю, конечно же, туловище с головами, пришью ушки, пришью туловище, вот это хотя бы у меня будет готово, а завтра уже довяжу ножки и ручки. Вот эта вот штука у меня, конечно же, останется. Я уверена, что у меня будут заказывать еще единорожек. И поэтому это никуда не пропадет, все пойдет в дело. Сейчас я уберу эти части в отдельный контейнер. И они, я уверена в этом, они найдут свое туловище. Ну, в общем, вот такие вот дела. И поэтому, девчонки, если берете заказы, особенно большие, не делайте таких дурацких ошибок, как я. Проговаривайте с заказчиками все от и до. И теперь я буду надоедать заказчику, буду присылать фотографии кофточек какие, ну, буду присылать фотографии пряжи для кофточек и для всего-всего, чтобы все понравилось уж точно, и чтобы мне потом опять не пришлось перевязывать. Вот, такие вот у меня дела на сегодня, работы много, и буду дальше вязать, потом вам покажу, что у меня получилось. Этот заказ у меня поступил из-за границы. И я немножко встревожена по этому поводу, потому что первый заказ, который я отправила в Бельгию, у меня до сих пор не дошел до заказчика. При этом он прошел все стадии, все сортировки, все таможни и застрял на таможне именно в Бельгии. И сейчас там находится, причем, если смотреть на сайте Почта Россия, то там есть отметка, что проходит таможню в Бельгии. А если смотреть на сайте, где посылка, тоже такой сайт, там более подробно по международным посылкам информация, то там якобы посылочка уже прошла таможню. И я очень переживаю, как бы мне обратно не вернули эту мою посылку по причине какой-нибудь, не знаю какой. В общем, прошерстила весь интернет, пересмотрела видео, все видео, наверное, на ютубе по поводу отправки посылок за границу, и вроде как я все сделала правильно. Все написала на латинице, ну там на английском языке, адрес все вроде как правильно указала, таможенную декларацию тоже правильно заполнила. Единственное, меня смущает упаковка, потому что там 2 коробки в одном пакете, и указано, что это мягкие игрушки. Может быть, мне нужно было расписать, сколько там этих мягких игрушек в коробках. И я очень переживаю, потому что уже 11 дней вот там на таможне моя посылочка лежит. Потому что в случае, если ее будут возвращать, то мне придется оплатить возврат посылки и заново оплатить отправку. А это по 2000 рублей. То есть я на 4000 рублей попаду в минус. Переживаю, и так как я сейчас еще один заказ тоже готовлю, и он тоже идет за границу,
я также переживаю, как я его буду отправлять. Вроде бы все понятно, но какие-то там загвоздки на таможне могут возникнуть, они добавляют нервозности. Но надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, что эта посылочка у меня дойдет. И я еще раз посмотрю разную информацию о том, как правильно упаковывать, как правильно заполнять декларации. Еще раз все это просмотрю и надеюсь, что все будет хорошо. При этом на сайте Почты России никакой информации особо-то и нет. В общем, ну ладно. Это опыт, это интересный опыт, и это важный для меня опыт, потому что... Ну что, это свершилось. Я наконец-то снимаю видеоурок по вязанию держателя для соски. Вернее, я уже его отснялась. Сейчас еще записала повторно вступление, потому что в процессе вязания поняла, что я не все материалы упомянула. Это часто бывает. Вот такой вот у меня по итогу получился держатель для соски. Он короче получился, чем вот этот вот. Здесь я сделала подлиннее, хотя я всегда стремлюсь делать держатели покороче. Согласна с тем, что держатели длиннее смотрятся интереснее, но для безопасности ребенка я где-то прочитала информацию, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует, ну не рекомендует, а требования у нее такие к держателям для сосок, чтобы они в растянутом виде не превышали 25 сантиметров. И это требуется для того, чтобы ребеночек не смог обернуть эту резинку вокруг своей шеи. И вот на самом деле я даже сама на себе примеряла, прикрепляла держатель к себе, к воротнику и пыталась как-то затянуть вокруг шеи. И вот если он примерно 25 сантиметров, ну плюс-минус, потому что тут никак не получится сделать ровно с этой резинкой, то да, это невозможно никак удушиться. Ну, в общем, страшные такие вещи, но лучше перебдеть, чем недобдеть, как мне кажется. И поэтому я всегда стараюсь покороче все-таки делать эти держатели. Но в любом случае нам, мамам, нужно всегда быть начеку и следить за нашим ребеночком, чтобы, не дай бог, ничего не порвалось. Не надо вот это вот все оставлять с ним наедине. Лучше просто погремушки, а вот это вот на прогулке, когда вы контролируете, видите, что ребенок делает с этими предметами. Вот такие вот у меня симпатичные получились держатели для сосок. Я использую, давайте еще раз расскажу про бусины, потому что очень часто возникает такой вопрос, задают мне ВКонтакте, в Телеграм, какие бусины я использую. В основном я использую бусины диаметром 12 сантиметров, вот эти вот тоже 12 сантиметров. Сейчас начала использовать вот здесь еще и поменьше диаметр, по-моему, это 10, наверное, миллиметров, вы поняли, миллиметров. И вот эти бусины для обвязки, они 18 миллиметров, я их использую, мне они кажутся наиболее такими подходящими, крупненькими и не слишком крупными. В общем, сильно много я материалов не закупаю, остановилась вот на этом варианте, и мне нравится, как это смотрится, нравится, как это все получается. Использую я вот такую вот резинку, ранее показывала, но покажу еще раз. Резинка бельевая для рукоделия, 1 миллиметр, в 2 сложения обязательно, в одно сложение не получится никак, да и она может порваться в одно сложение, в 2 сложения вы ее уже не порвете. Вот такие вот держатели, хотя смотрятся они очень красиво на фотографиях, очень эстетично выглядят вообще в наборах, но лично мне, например, нравятся больше пластиковые. Я уже тоже об этом говорила, потому что мне не нравится вот это вот наличие железа. Мне как-то пластиковые, может быть, они не такие надежные, в том плане, что быстро ломаются, но не знаю. Пластиковые, беленькие или прозрачные бывают. Скорее всего, я, может быть, сделаю закупку на них. Тоже закуплю. Вот. В общем, все. Я очень рада, что я наконец-то сняла это видео. И когда я его смонтирую, я пока что не знаю. Но главное, что я это все засняла. Буду постепенно все дела свои доделывать. И еще меня просили сделать мастер-класс на китенка моего, которого я вязала. Вот, скорее всего, в ближайшее время я тоже засниму видео по китенку. И тоже пускай у меня лежит пока в архиве, когда будет время. Я буду
монтировать и выкладывать на YouTube, на Яндекс.Дзен. Всем привет, друзья! Сегодня среда, и я в процессе вязания не куклы, а своего нового заказа, своих единорожек. И как-то вот, честно сказать, очень медленно у меня это вот все идет. Я не знаю почему. Вот бывают дни, когда наоборот все как-то за день очень много дел получается сделать, и вроде как бы и времени мало ты на это затратил, но так легко все получилось, и все готово. А здесь я что-то на этих единорожках повисла, и у меня как-то медленно все выходит. Подбор цвета, вообще вывязывание деталей. Тут я еще вам показывала, накосячила, навязала лишнего, ненужного. В общем, у меня в процессе третья единорожка, вот с таким вот розовым красивым рогом. Я очень надеюсь, что заказчице понравится этот цвет. У меня уже две единорожки у меня готовы. Одна вот с таким вот розовым рогом, розовыми копытцами, и вторая с желтыми копытцами, желтым рогом, с такими кудряшками из Yarn Argents Crazy, и я вам их покажу чуть-чуть попозже, потому что сейчас в руках все равно будет не очень понятно видно. Вот, сейчас работаю вот над такой единорожкой, навязала ей копытца, и сейчас буду дальше их вывязывать, продолжать, пришивать. И с другой стороны, я, кстати, рада тому, что вот так вот я продолжила вязать по каждой единорожке отдельно, потому что сшивание деталей, пришивание вот этих вот кудряшек очень напрягает, честно. Очень как-то вот устаешь от этого, и поэтому вот я одну связала, все, она у меня готова, взяла вторую начала тоже как-то вот сшила, в процессе попыхтела, но вот она готова, и я прям радуюсь, когда я вижу готовый результат, готовую работу в своих руках. И поэтому я решила вот так вот по одной довязывать. Головы и туловище у меня все уже готовы, и все уже красивые, накрашенные, я имею в виду с утяжкой и с ресничками уже, с бровками, все там сделано. Поэтому остается вот ножки передние, задние, я их сразу же рог связала, рог пришила, ножки передние связала, пришила, задние связала, пришила, и потом пошла также вязать, навязывать кудри и их пришивать. Сегодня я надеюсь, что я завершу еще 2 единорожек. Это у меня такой план X. Но я бы вообще еще и 3 бы завершила уже, все бы 5 бы связала, и завтра бы начала всем кофточки вязать спицами. Но не знаю, как получится. Говорю, как-то вот у меня в этот раз медленно все идет. Не получается быстро. Смотрите, какой у меня тут процесс. Навязала розовых кудрей. У меня розовая единорожка. Вся палитра розовых цветов. В общем, у меня будет 2 розовые единорожки. Пока так. С розовым рогом, с розовыми копытцами. Девочка. Вот, сейчас 2 будет розовые. И потом еще 2 будет голубенькие. На столе полный хаос, творческий беспорядок. Я даже двигаться, если честно, боюсь, потому что у меня тут все в иголках, все в этих булавках, все в кудрях. Вот этот май, вот это я понимаю, вот это красота. А то что? Тюльпанчики, цветочки, одуванчики. Вот это да, вот это красота. Ай.
связала двух розовых единорожек. Связала одну вот такую вот интересненькую. И у меня осталось еще детальки. Я буду теперь вязать голубых единорожек. И вот в своей коробочке с деталями лишними я нашла вот две вот такие прядки. Возможно, они мне сейчас пригодятся. В общем, я сейчас убираю розовые цвета. Пока что они мне не нужны. Говорю пока что, потому что буду потом выбирать из этих цветов на кофточке. Вот. А пока сейчас все разложу и уберу. И возьму свой синий ящик. Я так его называю. Это у меня розовый ящик, потому что тут в основном у меня оттенки розового лежат. Ну, розовый, так, красный, рыжий. Сейчас возьму свой синий ящик и буду подбирать цвета на кудряшки для синих единорожек. Подобрала вот такие цвета, вернее, как подобрала? Я просто достала все оттенки синего, какие у меня вообще есть в наличии. Вот они, это очень похожие, только вот этот идет более меланжевый. По номерам я сейчас точно не скажу, потому что вы видите, они все без этикеточек. Не буду сейчас по номерам говорить. Если что-то заинтересовало, то лучше спросите меня в комментариях. В общем, вот эти два, они очень похожи, оттенки. Но это Тиффани. Это такой вот нежно-голубой. Очень мне нравится цвет. 76-й Ярнард джинс. Это вот не помню. Голубенький. Это тоже джинсовый. Наверное, вряд ли он мне появится. Какой-то он грубоватый здесь. И вот такой вот яркий цвет. Голубой. И сейчас я буду думать, как это будет смотреться. Скорее всего, рог и копытцы я буду вязать или вот из этого 76-го, или вот из такого вот бирюзового. Сейчас подумаю, как будет лучше. Может быть, свяжу два рога, приложу и посмотрю, как будет смотреться. Я ни разу еще не вязала единорожек полностью вот в таких вот голубо-синих цветах. Буду пробовать. Так, я нашла еще два оттенка синего. Это вот такой у меня есть Alize Cotton Gold. Номер цвета 728. Он близок к вот этому. Этот немножко бледнее, вот этот мне нравится, как смотрится больше. Поэтому, скорее всего, я заменю вот на этот. И я нашла еще один, смотрите, вот такой вот цвет. Это Alize Cotton Gold Hobby. И цвет номер 15. Очень интересный, очень красивый. Мне кажется, он тоже сюда подойдет. И, возможно, я добавлю еще прядку вот такого молочного цвета, чтобы как-то всю эту палитру освежить. Хочу показать вам свои готовые работы за эту неделю. Сегодня какой день? Сегодня пятница. Но я надеюсь, что я за выходные еще что-то повяжу, но не уверена, что смогу вам это заснять и показать. Давайте покажу все, что у меня готово. Это работы для заказа, и это 5 единорожек. И давайте начнем. Вот этот самый первая единорожка, которую я связала таким бледным рогом, бледными копытцами. Все, как хотела заказчица. Все у меня тут, мне кажется, получилось. Я их еще не отправляла ей на фотографии, но надеюсь, что ей все понравится. Вот такие вот кудряшки нежные из Ярнард джинс Crazy. Сейчас такого Crazy вы вряд ли найдете, но есть замена Ярнард джинс Splash, тоже в таких же нежных, красивых оттенках. Малышка получилась. Мне она очень нравится. Она получилась такая нежная, приятная. Ножки на нитяном креплении, ручки пришиты. Кофточка из Ярнард джинс 74 цвета, нежная. И мне кажется, сюда она очень-очень подходит. Это первая единорожка. Дальше следующие. Следующие у меня единорожки в розовых оттенках. И вот первая такая красивая, мне она тоже очень нравится. Я сама не вязала таких единорожек. Все мои прошлые единорожки были или с разноцветными прядками, и с прядками вот как Ярнард джинс Crazy, а вот таких вот именно в розовых оттенках прядок у меня еще не было. И чтобы вот розовые копытцы, розовый рог
Таких я еще не вязала, и я очень рада, что вот заказчица попросила сделать так, потому что для моего портфолио, скажу, потому что для моего портфолио, для фотографий это здорово, это будет классно, что они у меня есть. Тут такой непослушная прядка. И мне очень понравилось, как на единорожке смотрится вот этот вот цвет, Yarnard Jeans. Я не помню номер, по-моему, это 73-й, что ли, или нет, или я ошибаюсь. Но напишу давайте сбоку. Он просто в клубке, в мотке смотрится как-то бледно, не очень красиво. А вот в сочетании с розовым он сразу же начинает играть, приобретать такой розовый отлив. И очень красиво смотрится, на мой взгляд, кофточка. И следующая единорожка, это тоже единорожка в розовых цветах. Она точности такая же. Немножко по-другому я здесь ей пришила эти кудряшки. Так, вот такая вот еще одна единорожка, также с розовыми копытцами, с розовым рогом. Здесь кудряшки немножечко по-другому я пришила, а так они в точности таких же цветов. Почему-то вот эта вот кудряшка, она какая-то длиннее. Почему, не понимаю, хотя вязала одинаково. Но почему-то она длиннее. И все время приходится ее как-то вот подкручивать и укладывать. В общем, вот такой лавандового цвета кофточка. Мне кажется, тоже с розовым это очень здорово сочетается. Следующая единорожка у меня вот такая, в голубом оттенке. Нежно-голубые копытцы. Это 76-й Yarnard Jeans. Я буду называть вам цвета, какие помню. Потому что, видите, тут сколько разных оттенков тоже синего. И я уже не помню, какие это номера, какие у меня, в общем, были в наличии цвета. Я вот такие и использовала. И такая нежная кофточка цвета, ну, как бы мяты, такого мятного цвета. Это пряжа, это тоже Yarnard Jeans. И, в общем, мне нравится, как она смотрится, тоже очень нежно. Я переживала вначале, что единорожки в голубых оттенках будут выглядеть как мальчики, но на самом деле нет. Они такие же приятные, милые, нежные девочки, только необычные, другие. И вот следующая единорожка, она тоже в точности такая, тоже в синих оттенках, такая морская единорожка. Очень классная, мне они очень понравились, это тоже необычно для меня, сама бы просто так я бы не стала никогда вязать в таких оттенках, я бы побоялась, что будет как-то некрасиво, но заказчица попросила, и мне самой стало интересно, как это будет выглядеть. Посмотрите кофточку, из чего я связала, это хлопковая пряжа, из которой я в прошлый раз вязала носочки. И она сюда так здорово подошла. Мне не хотелось вязать кофточку из оттенков, которые есть в кудрях. Хотелось что-то, какую-то другую, чтобы она отличалась, и при этом, чтобы она сюда подходила. И вот она такая очень симпатично здесь смотрится. Вот такие вот мои единорожки. И вот такой вот мой результат за неделю. Кроме этого, конечно же, у меня готова куколка Wednesday по мастер-классу от куколки Мари. И ее я вам покажу в понедельник, когда выложу влог по вязанию, по марафону кукольных дел мастер. Поэтому чуть-чуть потерпите, подождите. Ну, в общем, а эти вот 5 игрушечек за неделю я навязала и еще навяжу. На самом деле на единорожек уходит достаточно много времени. Здесь много чего пришивать. Здесь и вывязывать рог пришивать, и ушки тоже вывязывать, пришивать. И что стоит только вывязать вот эту гриву, и потом ее пришить, хвостик пришить. Достаточно много так, кропотливое это дело. Дальше у меня пойдут зайчики, кошечки, собачки. И я думаю, что это займет гораздо меньше времени, потому что там меньше деталей. Там, по крайней мере, рогов нету и кудрей.
Я перехожу к вязанию новеньких игрушек, тоже для этого же заказа. И вам пока хочу показать, что я уже тут навязала. Это не готовые игрушки, это лишь заготовки. Но вот это, познакомьтесь, будет зайка. Это тоже будет зайка. Это будет кошечка. И еще беленькая кошечка. И здесь у меня навязаны, так покажу, здесь у меня навязаны ушки, ножки, ручки для всех этих малышей. Малюси будут также просто в кофточках. И я надеюсь, что я на следующей неделе как раз этим и буду заниматься, и всех малышей я уже довяжу. Вы видели, что у меня там с единорожками произошло такое недоразумение небольшое по поводу цвета ножек, рожек. И поэтому, соответственно, мне пряжи не хватило, и я купила упаковку 0,3 Ярнард джинс. Это молочный цвет. Все равно это один из самых ходовых цветов. И он всегда-всегда нужен, хоть ты зайку вяжешь, что кошечку. Любую, мне кажется, игрушку можно вязать с использованием 0,3 оттенка. И в этот раз он пришел такой сухой, такой неприятный, такой скрипучий. Вот как знаете, раньше 62-й вот был у меня тоже такой. Очень тяжело из него вязать, он прям вот сухой, сухота конкретная. Но что поделать? Главное, что оттенок совпал. Я переживала, что у меня не совпадет оттенок, и ножки с ручками будут отличаться от основного цвета туловища и головы. Но нет, главное, что оттенок подошел, а с сухотой я как-нибудь это потерплю. Еще хотела вам показать, заказала вот такие вот пакетики на Wildberries. Без липкого края. Вот как раз каждого малыша в люлечке по отдельности. Буду вот так закрывать. Сюда приклеивать handmade наклеечку или спасибо там за покупку. И что я поняла в этих пакетиках? Пакетики все бывают разные. То есть есть пакетики, которые вот при незначительном вот таком помятии становятся мятыми. И похоже, такие есть, потому что я до этого заказывала другие пакетики меньшего размера, и вот их мне не мне, они не портятся, они как-то распрямляются, плотные такие, и выглядят хорошо. Но вот по этим, если честно, ну, мнется он, да. Хотя я заказывала у того же продавца, у которого заказывала те маленькие пакетики. Но буду аккуратно тогда закладывать. В общем, то ли плотность этих пакетиков бывает разная, то ли как, я не знаю. Но вот есть даже большие пакеты, которые ты покупаешь, упаковываешь, и они такие гладкие, несмотря на то, что ты его так немножечко помял. Вот. А бывают пакетики, которые мнутся при одном маленьком прикосновении. Если вы используете такие хорошие пакеты, которые не особо мнутся, дайте мне, пожалуйста, ссылку. Это Крик Души ВКонтакте или в Телеграм, где угодно. Напишите, пожалуйста, мне, где вы покупаете такие пакетики, у какого продавца, потому что я замучилась их искать. Я уже не знаю, сколько этих пакетов испробовала, и они идут в больших объемах, то есть по 50, по 100 штук. И, конечно, ты их покупаешь, не будешь же ты там на кассе проверять, мятый он или не мятый, и портить товар. Я их, конечно, забираю, а потом оказывается, что они все-таки такие сильно мнучие. Но использовать их надо, я же их не выкину. Поэтому никак я не могу найти идеальные для себя пакеты. В общем, заказала я пакет вот такого размера. И на всякий случай я заказала пакеты чуть-чуть побольше. В этот раз я все, скорее всего, буду упаковывать вот в такие пакетики. И потом следом, скорее всего, в пупырку и далее в почтовый пакет. И в этот раз в декларации я буду расписывать все игрушки, которые у меня будут внутри. Если вы отправляли посылку за границу, то напишите, пожалуйста, по срокам, сколько примерно она шла, если вы отслеживали, и сколько времени она находилась там на таможне. Может быть, эта информация меня как-нибудь успокоит или, наоборот, насторожит. Потому что я что-то уже все больше и больше пребываю в волнении. Не знаю, может быть, мне написать им туда какое-то письмо с вопросом. Не знаю пока, куда даже писать.
в розыск подавать смысла нету, потому что я знаю, где она, эта посылка. В общем, подожду еще недельку и что-то буду предпринимать по этому поводу. На этом, друзья мои, все. Завершена моя вязальная неделя. Вы знаете, что я участвую в марафоне кукольных дел мастер. И по этому марафону я буду выкладывать отдельные видео для того, чтобы спонсорам, организатору было удобнее отслеживать мои процессы именно по данному марафону, а не пересматривать все мои видео. Поэтому в понедельник выйдет еще одно видео, и оно будет касаться исключительно данного марафона. Там я вяжу другие игрушки, и там уже есть готовая одна куколка Wednesday, поэтому я вас приглашаю в понедельник также посмотреть это видео и поддержать меня в данном марафоне. Мне будет очень приятно. А на этом я буду завершать свою неделю. Всем пока-пока. Желаю вам отличного настроения, желаю вам вдохновения, желаю вам энергетического подъема. Я очень надеюсь, что у нас наконец-то придет тепло, потому что эта неделя была зимняя, был ноябрь, и настроение при этом тоже падало. И будем надеяться, что все-таки весна у нас здесь, и лето впереди, и последний месяц учебы. В общем, пускай у вас будет также в связи со всем этим отличное настроение. Всем пока-пока, до новых встреч, и увидимся с вами на следующей неделе. Покажу вам дальнейший процесс по работе над этим заказом.